Две женщины, ох и выбор ждет тебя. Давай посмотрим, что же будет происходить в твоей жизни. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, мне сразу же показано, что в вашей жизни было, возможно, даже не единожды предательство от женщины. Поэтому ваше сердце, душа уже в каком-то смысле, наверное, превратились в маленький кусочек льда. Ну, обычно я называю это состояние зимняя вишня, которую пока некому отогреть. Хотя хочется, чтобы кто-то отогрел. Вы многие мечтаете о любви, вы мечтаете о новой, большой-большой такой, именно настоящей любви. Не игра в любовь, это разные вещи, да? Поэтому есть мечты, у кого-то даже, может быть, на примете женщина, которая вам нравится, но по какой-то причине вы, может быть, еще присматриваетесь, да, вы, может быть, еще сомневаетесь, получится, не получится. Ну, то есть уже хорошо, что вы руки не опустили, хотя у многих может проиграться, что вот все-таки вы еще не очень готовы к новым отношениям, хотя хочется, да, ужасно хочется. Страх предательства все еще живет, ну, внутри вас, да? Вы человек компанейский, вы любите какие-то посиделки, может быть, мальчишники. Это могли быть вот по жизни у вас даже, допустим, ну, такие посиделки, когда, вот знаете, семьями дружат, собираются на какие-то праздники, либо просто идут там куда-то в лес на шашлыки и так далее. Вам не составит труда даже накрыть ту самую поляну. Вы довольно неплохо готовите. И почему-то мне идет информация, что, возможно, вот когда вы были еще, ну, не свободны, скажем так, да, у кого проиграется, что сейчас, допустим, вы живете еще с женщиной, поскольку это общий расклад, не забываем, вы можете даже порой брать на себя большую часть работы, ну, домашней работы я имею в виду. Поэтому приготовить кушать, там поубирать, еще что-то сделать для вас абсолютно несложно. И я думаю, даже некоторые женщины завидовали и завидуют вашей женщине, потому что у них мужчины немножко другие. Но то, что вы мужчина огонь, это опять-таки в нашей сигнификации очень четко проявляется. Довольно часто вот этот момент страстности, момент вашей активности, очень часто почему-то стал проявляться в сигнификации. Я понимаю, что с одной стороны многие смотрят мой канал, ну, практически ежедневно, да, за что вам большое спасибо. Но это еще говорит о том, что много чего у вас схожие, да. То есть вы мужчины живчики. Даже то, что рядышком, может быть, какой-то период у вас нет женщины, нет интима, это абсолютно не говорит о том, что все, Бобик сдох и уже где-то там лежит, да, и могилка над ним. Нет. Есть порох в пороховницах, есть очень большая сексуальная энергия. Ну и, конечно же, переживания по поводу того, куда ее девать, да. Поскольку вы люди горячие, то сейчас я вот уточню, мне просто интересно. Смотрите, вы очень по-разному переживаете эту проблему, вот именно сексуальной такой голодовки, да, если можно это назвать. Кто-то ждет любимую женщину. Ну, то есть вы осознанно, да, вот не кормите Бобика, он у вас на голодном пайке. Кто-то, я просто разные ракурсы, да, вот поскольку общий расклад, по-разному рассказываю, что у вас проиграться может. Кто-то реально, ну, как бы службу спасения 911 вызывает, назовем ее так. Это могут быть какие-то там подружки, которые приезжают, ну, просто чтобы подкормить Бобика, просто чтобы, ну,
облегчить ваше состояние, да, хотя, в принципе, это состояние, оно и остается плачевным, просто потому что, когда это делается с чувством, и когда это просто на автомате для разрядки, да, ну, это совершенно по-разному ощущается, и вы это понимаете. Ну, есть, конечно, те, кто, ну, как же это культурно сказать? Назовем это так, ручной бобик, да? У кого есть бобик ручной, ну, каждый выходит из сложных ситуаций по-своему, да? Поэтому давайте-ка сделаем маленький опрос. Про бобика не буду спрашивать, не переживайте, там в обморок не падайте, ну, как бы это личное дело, это интимное дело каждого. Но напишите, давайте вот все-таки я хочу немножко по этой теме спросить. Напишите, вот старайтесь все писать, когда у вас длительный период, вот нет женщины, да, в интимном плане, вам тяжело переносить голодовку такую своего рода? Или же вы с легкостью переключаетесь, может быть, кто-то свою энергию там в спорт переносит, кто-то еще там чем-то занимается, да? Вот напишите просто вот именно сексуальную энергию. Ваша, вот она вас распирает или нет? Вам легко или же очень тяжело, когда нет женщины рядом? Ну, длительный период, я имею, плюс-минус, да, у каждого это свой длительный период. Пишите все, ребят, очень интересно почитать. Тем более на такую тематику, да, вот это, ну, своего рода маленький социологический опрос. В общем-то, дерзайте, а я с удовольствием почитаю. Так, ну давайте еще коротко, что вас... Ну, вы человек, который ждет любви, но опять-таки мне показано. Ну, не верить, ну, не особо верите. Ждете, но не особо верите. Есть опасения разрушения новых отношений. Ребят, тоже этот момент довольно часто в сигнификации проигрывается. Сомнения, опасения. В принципе, это нормально. Я уже много раз говорила, это нормально, потому что когда обжигается человек, ну, здесь невозможно вот так по щелчку просто раз-два, и ты снова такой живчик, и ты снова всем веришь. Ну, так не бывает. Поэтому ваше состояние – это нормально. Есть момент сомнений у вас вообще. Ну, сомнения по поводу женщин – это даже не обсуждается. Но после предательства вы стали все больше сомневаться не только в женщинах, но и в людях. Ужасно переживаете. Вы вообще переживаете все, что касается личной жизни, очень сильно. Вы можете по работе не так переживать, там еще какие-то трудности. А вот именно то, что касается любви и отношений, ну, слишком, наверное, близко к сердцу берете. Вот переживаете даже, наверное, по поводу и без повода. Можете себя еще накручивать, тоже может проиграться, что, ну, как бы, знаете, вот у страха глаза велики. Вот вы себе можете рисовать картину, которой может вообще никогда не быть, а вы уже себя накручиваете. Напишите, у кого тоже проигрываются вот такие вот страшилки беспочвенные. Ну, давайте смотреть, мои хорошие, что же за две женщины войдут в вашу жизнь, либо же, может быть, они уже есть в вашей жизни. Давайте-ка посмотрим. Итак, вот уже первая женщина появилась у нас на горизонте. Но эта женщина пока еще новая, эта женщина неизвестная, она появится чуть попозже, не в ближайшее время. Когда вы познакомитесь с этой женщиной, вы будете, знаете, очарованы. Вот очарованы ею, ее, возможно, вот манерой общения, помимо внешности, да, внешность это даже не обсуждается. Это, скорее всего, будет длинноволосая такая, ну, либо шатенка, брюнетка. Это не светловолосая женщина. Она будет очень такая, знаете, вот добрячка, что ли. Энергетика доброты идет очень четко. Доброта, забота, отзывчивость. И, наверное, это такие самые основные человеческие качества, которые вас очень сильно покорят. Будет ситуация, в которой вы очень хорошо увидите вот ее с этой стороны. Может быть, знаете, вот это может быть ситуация, когда вы со стороны просто сидите и наблюдаете. Та же компания, там на работе, ну где угодно, да. И вы видите, как она приветливо общается с людьми, как она даже по отношению к чужим людям, она может быть заботливая, она добрая, она как мама, да, вот как солнышко хочет всех обогреть.
Это очень сильно вас зацепит, очень сильно покорит. Конечно же, вы попытаетесь с ней сблизиться. Попытаетесь, ну, может быть, либо телефончик взять, там, на свидание пригласить и так далее. Вы поймете, что если эта женщина будет ваша, то это будет, ну, история надолго. Потому что в вашем окружении либо же вообще не было таких вот именно добрых, душевных и сердечных женщин, либо же они были, ну, может быть, очень давно, может быть, одна была, и то еще 100 лет назад, да? Поэтому вы для себя решите, что такую женщину вы не будете терять ни в коем случае. Будете готовы ее добиваться. Никто не будет сразу прыгать в постель, даже чтобы не спугнуть, чтобы эта женщина не подумала, ну, как бы, что вы хотите чисто поразвлекаться с ней. Нет. Вы будете вот как мальчишки в молодости, да, которые краснеют, робеют, которые стесняются подойти, но хоть и будете, может быть, даже краснеть и стесняться, хоть вы уже взрослые дяденьки, да, все равно будете пытаться через силу, через это стеснение как-то вот активничать, потому что, как я уже сказала, вы для себя решите, что такую женщину, ну, нельзя упускать. Так, что же еще за женщина появится, и мы посмотрим тоже. С другой женщиной где-то вы познакомитесь, возможно, это будет компания, либо же какое-то людное место. Эта женщина будет намного моложе вас, ну, приблизительно тогда, это не 20, не 30 лет. Эта женщина будет более юна, более такая, знаете, какая-то беспечная, ну, сею-вею обычно таких называют, да. Это женщина, ну, которая многим из вас, может быть, даже в дочери будет годиться, поэтому как бы она ни активничала, как бы она ни пыталась там к вам подлезть, вы будете, ну так, очень сурово, может быть, смотреть на нее, потому что, во-первых, для вас не нужны женщины, которые намного моложе, да, ну, то есть, ну, это как отец и сын, и сын уже, да, заговаривать. Это как отец и дочь для вас это, ну, не очень-то приемлемо, тем более, если у вас, допустим, есть своя дочь, да, но это, ну, не очень приятное ощущение. Плюс вы будете видеть, что она несерьезная, что вот она еще не нагулялась, она как девчонка себя ведет. Да, может быть, этой девчонке и 30 лет будет, да, вот на момент знакомства. Я не говорю, что ей там 20-15 лет, но все равно она себя будет вести как девчонка. Такая, да, она легкая, она веселушка-хохотушка, с ней классно вот почудить, поприкалываться, с ней классно будет дружить. Но а вы-то ей понравитесь как мужчина, вы-то будете в ее голове, ну, знаете, в ее мыслях, в ее фантазиях, как будущий, может быть, ее жених, там, может быть, муж даже. Потому что вы ее будете привлекать вот именно своей какой-то внутренней и внешней даже силой, надежностью. Потому что мне показано, есть среди вас те, которые, может быть, такого высокого телосложения, крепкие, ну, такого, знаете, как культуристы. Есть такие среди вас, то вам, конечно, ребят, ну точно придется, наверное, тяжеловато, потому что эта женщина будет, ну, за вами увиливать только так, бегать за вами будет, пытаться как-то вот добиться. Если вот первая женщина, она более скромная, она более, может быть, такая, знаете, которая, ну, не будет бегать, за ней будете бегать вы. А эта дамочка, которая появится, она, ну, как неопытная девчонка, вот ей по барабану. Свободны вы, не свободны. Хотя на тот момент, я думаю, вы уже будете встречаться с первой женщиной, которой я уже сказала. Поэтому вас не будет абсолютно интересовать эта девчонка-хулиганка, зажигалка. Вот именно так ее можно, наверное, характеризовать. Потому что в ваши планы не входит просто девочка, чтобы покутить. Вам хочется любви, тепла, надежности, поэтому они не идут вообще ни в какое сравнение. Конечно, поскольку это общий расклад, кто-то из вас может там подумать, либо написать, что да нет, мне все равно, сколько я лет, там, да, я могу позажигать. Да, вы можете позажигать, ну, может быть, тогда это не ваш расклад.
Но в своем большинстве, то, что я вижу, вот все-таки вы выберите, наверное, первую женщину, потому что вы будете как-то вот на одной волне. Вы будете, ну, даже более, так, знаете, может быть, по статусу одинаково. Вам будет о чем поговорить, вам будет с ней интересно. А со второй этой девчонкой-хулиганкой, да, ну, с ней можно пороманить, если кто захочет, да, я, ну, так, предопределяя ваши вопросы, можно пороманить, можно где-то потусоваться в компаниях, там, позажигать, да, вот дерзайте, вот если есть такое желание, пожалуйста, тогда вы можете смело выбирать вторую эту девочку. А те, кто хотят серьезных отношений, а то, что я вижу, большинство все-таки хотят серьезных, вы, конечно же, выберете первую. Вы увидите разницу. И плюс вы даже не пойдете на какое-то предательство, потому что, во-первых, вы сами знаете, что как это больно, когда тебя предают, когда тебя обманывают. Плюс вы не захотите потерять ту первую женщину, о которой мы говорили. Поэтому никаких девчонок, никаких романов вам, ну, просто не нужно будет. Будет хотеться, наоборот, уюта, тепла, стабильности, да, будет хорошо вместе с этой женщиной проводить время. Причем вам будет хорошо с ней везде, где бы вы ни были. Хоть дома, хоть где-то там в лесу, в парке, в кино, где угодно. Вам будет приятно просто ее присутствие, и больше ничего вам не нужно. Поэтому, моя хорошая, конечно же, каждый может выбрать свою женщину по своим целям, по своим планам. Кто-то хочет просто бобика подкормить, кто-то хочет серьезных отношений. Но все-таки, зная, что вы меня в большинстве своем, ребята, серьезные, я больше чем уверена, что ваша личная жизнь сложится, причем очень классно, очень позитивно, и с первой женщины, о которой я говорила. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!